Друзья мои, в этом ролике вы увидите большое преображение мастерской, в том числе то, что у меня за спиной. Также мы заменим ворота, мы сдали воду на анализ. И сегодня вы узнаете, пригодна ли скважина для употребления воды. А еще я расскажу немного про здоровье, про позвоночник, лекарства и покажу вам снимки. Ну и, конечно же, неделя дачного строительства. Так что, друзья мои, лайк, погнали. Я давно вам не рассказывал по порядку, что происходит на даче и как вообще тут дела. Так что, мои порядочные, слушайте внимательно. Из-за конкретного срача в мастерской я опять устроил уборку, но это по большей части связано с удобством эксплуатации инструмента и подготовки рабочей зоны. У любого нормального человека есть стеллажи для инструмента, потому я до конца недели его получу, установлю и вам покажу. Близится календарная зима, а свой драндулет я так и не продал. Иногда очень хочется покататься по лесам и по полям, тем более тому сопутствует хорошая погодка. Но случилась проблемка. Порвалась моя цепочка на мотоцикле. То не было времени им заниматься, да и цепь со звездой, сами понимаете, стоит недешево. В общем, прилетели мне запчасти, и я приступил к замене цепи задней и передней звезды. В ремонте двухколесной телеги, как всегда, помогает инструмент от Днепроэм. Наборчик на 110 единиц, пожалуй, лучший и самый незаменимый комплект для подобных задач. Более того, на сайте Днепроэм сейчас скидки до 41%. Все ссылки я, как всегда, оставляю в описании. Затаривайтесь выгодно, пацаны. Сейчас на кадрах вы видите новую звезду, которую я уже поставил. А вот это старая звезда, но не оригинальная, потому ставить ее на байк я постремался. А вот это звезда, на которой я ездил до того момента, пока не порвала цепь. Больше похоже на звездочку с неба, блин. Но для начала нам потребуется снять колесо, 3 суппорта и добраться до звезды, а затем заменить заднюю звездочку. Смотря на мой мотоцикл, многие заметят, что он слишком грязный. А все потому, что мыть его тряпочкой, но у меня нет ни возможности, ни желания. А вот после мойки высокого давления вода часто попадает в инжектор, потому мойка — это проблемы. Пусть лучше будет грязным. Да и в целом свой мотоцикл я использую в разных условиях. Это не только асфальт, но и лесные дороги. По крайней мере, мотоцикл — это возможность записать покатушки для роликов. По приезду домой решил запустить старую бензокосу, чтобы очистить дорогу по улице от торчащих веток, которые царапают машину и часто норовят попасть в лицо, когда едешь на мотоцикле. Эта бензокоса много повидала и даже пыталась стать лодочным мотором. Несмотря на издевательства, она работает сейчас как часы. Как видите, ширина улицы у нас минимальна. С трудом расходятся 2 легковых автомобиля. И всю эту свисающую над дорогой гадость я решил убрать, пока тепло. После уборочки улицы нужно было набрать 1,5 литра воды для анализа и отвезти ее в лабораторию Центра фильтрации воды. В предыдущем ролике я рассказывал, что в мою скважину попала бактерия, и она стала непригодной для питья, потому после очистки нужно провести повторный анализ, чтобы выяснить, пригодна ли вода для питья и требуется ли еще ей очистка. У нас в городе есть компания, которая занимается очисткой и, судя по отзывам, делает это куда получше лаборатории водоканала. Потому, сдав воду на анализ, я взял пример, чтобы показать, по каким параметрам делают этот самый анализ. Думаю, поставив ролик сейчас на паузу, вы сможете все это перечитать. А мой анализ будет через 3 дня, а для вас это ближе к концу ролика. Пока ждем анализ воды, скважина остается под открытым небом. По ночам температура воздуха опускается иногда до 0, и колодец скважины нужно утеплить, чтобы вода в трубах скоро не замерзла. Когда построится дом, колодец скважины будет под накрытием веранды, и утепление ему будет ни к чему. Но вот сейчас нужно соорудить короб, изнутри запечатать его минеральной ватой. Для постройки каркаса я использовал остатки материала, из которого сделаю короб объемом в 1 кубометр. А для этого нужно обрезать 4 одинаковых бруса. Высота каркаса должна быть такой, чтобы над трубами без проблем поместился плотный слой минеральной ваты для утепления труб на зиму. Для более быстрого и удобного реза я использовал аккумуляторную цепную пилу. Деликатность реза, конечно, остается где-то там позади, но скорость и удобство на первом месте. Это самый бюджетный каркас, который я когда-либо делал. Все крепил без уголков, напрямую шурупами по одному для каждого элемента соединения. Внутри, из-за того, что скважина и колодец всегда открыт, собралось немного воды, которую следовало откачать. Ветер просто в шею такой дует, что это капец, приходится работать на прикрытии ОМОНа.
Каркас для данной приспособы не обязательно делать сверхкрепким, так как для теплоизоляции, тем более на одну зиму, достаточно будет накрыть его гидробарьером и утеплить внутри минеральной ватой. Верхний брус ставится в паз и крепится к основе на саморез длиной в 75 мм. На улице просто лютейший ветер, и работать в такую погоду ну вообще не в кайф. На огороде все еще дозревает малина, правда уже совсем не такая сладкая, как ранней осенью. И когда каркас был готов, мы перешли на задний, менее ветреный двор, и я организовал там место для распила доски. Для распорок мне нужно было 10 досок, 4 по бокам, 4 внизу каркаса и еще 2 сверху. Так как целые доски резать не особо хотелось, использовал остатки доски, которой как раз таки хватало по размеру. Конечно, ручная циркулярная пила хорошая вещица, но иногда провода так и норовят попасть под распиловочный диск. Потому для следующей работы я решил заказать себе вот эту красотку. В прошлом году скважина у нас была накрыта металлической крышкой и сверху одеялом. Ее еще сверху присыпало снегом, и потому скважина не замерзала. А в этом году, учитывая то, что мы ее подняли из грунтовой воды наверх, нам нужно будет ее закрыть. И вот, собственно, мы и делаем такую для того, чтобы закрыть скважину от мороза, холода, чтобы не порвало трубы. Пришло наконец-то время выкачивать воду из скважинного колодца. Хоть и было ее там около литров 100, оставлять ее на зиму не стоит. А после опустошения водяного запаса нужно было нарезать еще 4 боковых доски и приступать к обшивке. А вот так, собственно, каркас выглядит после укрепления. В итоге верх каркаса для более высокой прочности, даже если выпадет большой слой снега, я заколотил из широкой необрезной доски. Каркас готов, теперь остается заполнить щели монтажной пеной, прежде смочив бетон водой. У меня в хозяйстве оставался старый коврик еще с Кунга, которому я нашел новое применение, а именно утеплить им часть этого короба. После чего остается лишь малое — закрыть ящик гидробарьером. Почему именно им? Потому что у меня он есть. Кто-то закрывает пленкой, кто-то брезентом. Главное защитить от влаги и снега, а внутри утеплить минеральной ватой. Учитывая, что это не такая уж сложная конструкция, в ролике она была создана за несколько минут. А в реальности это все занимает несколько часов. Житуха в частном доме лично для меня это кайф. Но пока строишься, работы тут просто немерено. Живущие в домах, вы скажите, как у вас с этим? Ах ты кого не рада. Все, выздоровел кот. Зажила у него рана. Уже ничего не сочится, не гноится, все полностью засохло. Уколы. Это сегодня последний, да? Сегодня будет последний укол, да? Хорошо. Смотри, какой довольный, а? Конечно, коты у меня красавцы, но прогулочка с буянчиком по расписанию. А учитывая то, что спустя уже более месяца проблема со спиной у меня так и не ушла, я решил добавить в свое расписание еще и ходьбу. Контролировать весь этот процесс помогают мне смарт-часы Amazfit T-Rex Pro. Это удобные, легкие и, самое главное, защищенные часы от грязи, пыли и воды. Собственно, это и было основными критериями, по которым я выбирал себе смарт-часы еще с прошлого лета. T-Rex Pro — это самая продвинутая модель линейки, которая умеет измерять давление, дистанцию по GPS, показывать вам уведомления с мессенджеров и даже измерять количество кислорода в крови. Но для меня самое важное — это практичность во время дачной работы, а также функциональность. Так что, братва, ссылка на очень крутые защищенные часы Amazfit T-Rex Pro есть в описании под роликом. Лукавить не буду, я ими остался максимально доволен. Конечно, прогулки на свежем воздухе, турники, множество уколов с таблетками
таблетками не особо изменили мое состояние за последний месяц. Я сейчас покажу вам старый и новый снимок МРТ в сравнении, на котором, может быть, кто-то из вас, понимающих, мне подскажет, насколько все серьезно. Честно говоря, несмотря на уколы, обезболивающие таблетки, спина как болела, так и болит, но только без спазмов. Независимо от того, это утро, обед или ночь. Сидеть на стуле просто невозможно. Такое ощущение, что спина сейчас сломается. И вот так уже на протяжении более чем месяца, практически без изменений. И это все приводит к тому, что ты постоянно раздраженный, плохо высыпаешься, и вообще такое чувство, что лекарства, которые мне прописали для лечения протрузии, не работают. Вот, кстати, мой список. Сначала мне сделали блокаду, а после назначили лечение из этого списка. Конечно, последняя надежда остается еще на мануального терапевта. Напишите, может, вы или ваши родственники сталкивались с подобным и как лечили данную проблему. Несмотря на все эти сопутствующие проблемы, работа по даче идет, хоть и без физических нагрузок. На днях ко мне в гости приехали ребята, мои подписчики, с которыми мы строили пирс на озере, чтобы посидеть у лесного домика да пожарить шашлыка. Это мы так изначально планировали осенью сходить за грибами, да со спиной не сложилось, а когда возможность появилась, то в лесу остались одни опята. Но если вы напишите комментарий поддержки «Go за грибами», я бы все-таки сходил за опятами. Но грибы это хорошо, а вот в мастерской просто тотальный срач. Изначально, когда строилась мастерская, я даже не думал, что мне потребуется столько инструмента, а потом случилось так, что со стеллажа его совсем неудобно было доставать. Потому я решил всю мелочь перенести на другую сторону, докупив еще стеллажи. Но в тот день на почту посылка не пришла, но на электронную почту пришел анализ воды, который, к моему удивлению, был крайне неожиданным. Ну, во-первых, все показатели в норме, кроме железа и марганца. Хоть и в данном анализе норма марганца превышает в 2 раза, часто этот показатель доходит до 0,1 мг на куб воды. Но вот количество железа в воде превышает норму в 7,5 раз, исходя из этого теста, и в 5 раз, исходя из общих показателей. И чтобы вы понимали, это крайне печально, так как пить такую воду запрещено, так как переизбыток железа в организме человека влечет за собой тяжелые последствия. Потому, как я говорил и раньше, вода на участке лишь техническая вода, несмотря на то, что убрать избыток железа можно фильтром. Но в нашем случае дешевле и безопаснее закупать воду для питья, нежели рисковать здоровьем ради воды со скважины. В целом, анализ воды приемлем для этого региона. Более того, скажу вам, большинство людей пьют воду из колодцев, где уровень железа превышает норму в 10 раз. Но я особо не расстроен. Главное, вода пригодная для душа, мойки и других технических нужд. А теперь самое важное, как по мне. Это мастерская, которая постепенно преображается. В этом году, как и в прошлом году, я не планирую возвращаться в квартиру, потому нужно подготовить нашу мастерскую к зиме. На месте ворот будет стена. Сделаем помещение более теплым и, конечно же, распределим пространство более рационально. В гости ко мне приехал отец, который поможет мне справиться с задачей, пока мне все еще запрещено поднимать тяжести. Короче, сегодня последний день, когда эти ворота вы видели на кадрах с роликами по даче, потому что приходит зима, становится холодно, и это все безобразие нужно будет зашивать. То есть вместо ворот мы сделаем обычную теплую стену, потому что внутри этого помещения, как было изначально задумано, должна была быть, какая-то такая гаражная пристройка. То есть я думал вообще изначально сюда ставить джигу. Но потом все изменилось так, что пока мы построим дом, это помещение будет использоваться под жилую кухню, прихожую, и, скорее всего, здесь станет диван. Так что принято решение сделать это помещение более теплым. Погнали, покажу, что мы будем делать. Короче, как видите, вот эти ролетные ворота, ребят, я не знаю, покупать эту херню совсем непрактично, потому что, во-первых, оно стоит дорого. Ты помнишь, я заплатил за них 9 тысяч. Это, практически 28 тысяч рублей. По качеству замок сломался нижний сразу же, защелка не работает. То есть это просто, такой, знаете, дешевый ролет. Все, будем снимать. То батя работает, а я тут на камеру снимаю. Первый этап — это демонтаж ворот. Когда я строил это помещение, даже не предполагал, что мы с семьей переедем сюда жить на постоянку, несмотря на то, что это далеко не квартирные условия с удобствами. Но по сравнению с квартирой, жизнь на даче — это свежий воздух, отсутствие большого количества людей, соседей за стеной и прочих недочетов городской жизни, которые дали нам понять, что пока строится дом, надо что-то менять, несмотря на то, что это всего лишь мастерская. Изначально я сделал душ-туалет, мы закончили комнату, с батей сделали кладовку и сейчас даже кабинет для дочери. И осталась прихожая, в которой у нас кухня. А кухня для нас — это особая территория, где мы часто с семьей зависаем. И тут кроме плиты должен быть диван, телевизор, PlayStation с играми, и кроме этого еще и уют и тепло. Вот потому мы и решили переделать мастерскую в дачную хату. Потому что пока строится дом, это помещение можно использовать на полную.
Когда ворота были демонтированы, пришло время создавать каркас стены. Стены, как и все помещение в целом, сделаны из бруса, доски и гидроизоляции, утеплены минеральной ватой. В прошлом году у нас было около 25 градусов ниже нуля. В моей хате 2 керамических обогревателя по 400 Вт, один на 500 и в душевой на 200. Этого вполне хватает, чтобы не переплачивать за электроэнергию и чувствовать себя комфортно дома. После демонтажа ворот и ОСБ нужно было нарезать досочку на части и формировать каркас. Наконец-то пришла моя новая циркулярная пила. Зацените рез аккумуляторной пилой. И теперь рез пилы с проводом. Понятное дело, что есть разница в самом диске, а также в количестве зубов пилы, но аккумуляторная пила легче, без проводов, а главное режет куда лучше обычной проводной. Но продольную распиловку доски все-таки удобнее делать на станке, потому стоило подготовить стол и станок, ведь досок и реек нам потребуется немало. Далее, после нарезки доски гидробарьером от бетона, в нашем случае это был рубероид, мы отделяем стену от холода. Если кто не в курсе, рубероид нужен, во-первых, чтобы от бетона сырость не переходила на материал, в моем случае это доска, а во втором случае, чтобы от бетона не веяло холодом, что тоже немаловажно. Ну а дальше создание каркаса для стены. На заднем плане вы видите уже последний этап зашивки стены. У нас деревянный каркас, который дальше зашьется гидроизоляцией, наверх положится ОСБ и внутрь стенка утеплится минеральной ватой. Все, прощай ворота, ребят, больше вы их не увидите. Чтобы досочка не треснула, под саморезы сверлю отверстие. Ширина доски 90 мм, расположена друг от друга на расстоянии в 20 см. Нижний каркас дюбелем креплю к бетону, чтобы закрепить стену к полу, а далее битумной мастикой обработается внутренняя и внешняя сторона. На готовый каркас крепим гидробарьер снизу вверх, чтобы в случае попадания влаги она стекала вниз и не протекала за его пределы. Отмерив высоту стены, ставлю метки на листе ОСБ. Рез выполняет аккумуляторная малышка. Для того, чтобы саморезом точно попадать в планку, нужно напротив каждой поставить метки и прочертить линию посередине. Так будет ориентир, куда крутить и не наделать лишних отверстий, чтобы через них проходила влага или ветер. Все, пацаны, стенка зашита. Считай, прошел уже целый день, а мы всего лишь закончили зашивку одной стены по одной стороне. Короче, следующий этап — это покраска стены с этой стороны. Дальше мы закладываем минеральную вату внутрь, обшиваем изнутри гидробарьером, ну и, собственно, утепляем. Как по мне, то смотрится далеко неплохо. Ну, мне очень нравится. По крайней мере, это отличается от того, что было до этого. И, ну, результат, который мы сделали, меня впечатляет. Мастерская видоизменяется, мать его. Все, уборочка. Пока батя нарезал рейки для крепления стеллажей в мастерскую, я приступил к покраске стены. Для этого использую электрокраскопульт, чтобы не тянуть на улицу тяжелый компрессор. Да и в холодное время года сопло пневмораспылителя забивается густой краской куда сильнее, а для того, чтобы краска на стену ложилась более плотно, разбавлять ее сильно не стоит. И того, как вы могли заметить, работы по обшивке лицевой стороны стены мастерской и демонтажа ворот дело не такое уж щепетильное, но в то же время забирает немало времени. Учитывая, что работали мы вдвоем вполне уверенным темпом. Но мастерская закрыта, теперь внутри помещения будет намного теплее, но с воротами мы попрощаемся навсегда. Наконец-то. Финал. Так непривычно смотреть на то, что сейчас нету ворот. Хотя изначально мы здание планировали так, чтобы там были ворота, чтобы можно было там заехать или выехать, что-то погрузить, выгрузить. И потом понимаю, что это помещение все-таки превращается, в жилое. И пока не построится дом, все это должно быть, тут сделано с комфортом и хорошо, и уютно, и удобно. И потому, на зиму, я думаю, что нам будет тепло. Короче, все, на сегодня хорош. Потом утепление вам покажу и все остальное. Надо мыть краскопульт.
Напоследок хотел вам показать установку всех этих стеллажей, но потом подумал, что ролики так слишком затянут, потому если уж очень хочется и очень интересно, пишите об этом в комментариях. Дело в том, что такие пластиковые стеллажи довольно дешманское решение, но в целом качеством исполнения я очень доволен. Более того, весь мелкий инструмент, который завалялся у меня по коробкам, сейчас на видном и, главное, доступном месте, откуда его удобно доставать и эксплуатировать. Ростяновская дача, да и я в целом готовлюсь к зиме. Пытаюсь вылечить спину, да и побольше проводить времени с семьей. А вам спасибо за просмотр этого кино. Делитесь видосом, лайки свои ставьте, а мы с вами увидимся уже совсем скоро.